Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бычков Андрей Александрович. Я работаю доцентом в Институте высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета. Я расскажу вам о нашей специальности «Прикладная информатика». Шифр специальности 090303, а полное название «Прикладная информатика. Современные методы разработки приложений». Для поступления на эту специальность вам нужно будет сдать экзамены по математике, русскому языку и на выбор либо по информатике, либо по физике. Планом набора предусмотрено 90 мест, из них 75 бюджетных и 15 платных. В рамках подготовки по специальности читаются следующие дисциплины: технология программирования, информационные технологии, веб-технологии, бизнес-основы управления проектами, проектирование информационных систем, 1С, Java, веб и мобильные технологии в корпоративных системах, библиотеки многопоточной обработки данных, современные технологии разработки и архитектура сервисов в корпоративных системах, применение нет-технологий и другие. Образовательной программой предусмотрен широкий спектр учебных дисциплин по выбору. Возможна разработка индивидуальных траекторий обучения, заключение договоров с предприятиями для целевой подготовки выпускников. Предусмотрена интеграция с дисциплиной технология мобильной разработки IT-академии Samsung. 85% наших выпускников могут сразу по окончании обучения претендовать на должность джуниор-программиста в области фронт-энд, бэк-энд и middle разработки. Наши выпускники занимают позиции директоров по информатизации, системных администраторов, инженеров-программистов, IT-менеджеров, технических директоров, руководителей различных подразделений компании. Выбрав специальность «Прикладная информатика» в Южном федеральном университете, вы освоите востребованную профессию и получите хорошие перспективы для дальнейшего профессионального роста. Желаю вам успешного выбора вашего будущего жизненного пути. Спасибо за внимание. Дорогие абитуриенты, выбирая профессию, вы формируете свое будущее. Среди огромного количества профессий нужно выбрать лишь одну, позволяющую максимально эффективно реализовать заложенный в вас потенциал. Институтом высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета реализуется образовательная программа приборостроения, которая позволяет вам получить качественное образование в области современной информационно-измерительной техники и технологий. Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, которые способны применять знания, умения и навыки для создания и обеспечения функционирования сложных информационно-измерительных систем самого различного назначения. Развитие приборостроения, возможно, вам это известно, является одним из приоритетных направлений современной России и непременным условием обеспечения экономической и оборонной безопасности страны. Явным преимуществом предлагаемой Институтом высоких технологий и пьезотехники программы является интеграция подготовки будущих специалистов в научно-исследовательскую и производственную деятельность НКТБ «Пьезоприбор ЮФУ». Преподаванию дисциплин, руководству производственной практикой, руководству курсовыми, выпускными квалификационными работами привлекаются ведущие специалисты в области приборостроения и создания информационно-измерительных систем. Научно-конструкторское бюро «Пьезоприбор» привлекает обучающихся к выполнению прикладных исследований и опытно-конструкторских работ как по целевым программам, так и по отдельным заказам предприятий Роскосмоса, военно-промышленного комплекса и предприятий атомной энергетики. Комплексное использование материально-технических и кадровых возможностей кафедры информационно-измерительных технологий и научно-конструкторского технологического бюро «Пьезоприбор» позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов.
Предлагаемая вашему вниманию образовательная программа направлена на освоение информационно-измерительных технологий с привлечением современных инженерных программных продуктов. В образовательном процессе используется компьютерный комплекс от фирмы National Instruments, который позволяет создавать сложные автоматизированные информационно-измерительные системы. Дисциплины учебного плана, помимо общих социальных и гуманитарных дисциплин, содержат аж 2 блока профессиональных дисциплин. В первом блоке присутствуют дисциплины, которые предназначены для изучения и освоения информационных технологий. Это такие дисциплины, как информатика, теория технологии программирования, программное обеспечение, архитектура ЭВМ. А во втором блоке представлены дисциплины, предназначенные для изучения и освоения измерительных технологий. Это и электроника, и микропроцессорная техника, и физические основы получения информации. При реализации образовательной программы предусмотрены и учебная, и производственная практики. Целью практики является закрепление теоретических основ и приобретение студентами практических навыков, а также опыта самостоятельной работы. По результатам освоения программы бакалавр подготовлен к профессиональной деятельности на предприятиях и организациях, которые связаны с интеллектуальной деятельностью в области компьютерных и измерительных технологий. Выпускникам гарантировано трудоустройство в научно-производственных организациях, предприятиях оборонного комплекса, а также коммерческих фирмах, деятельность которых связана с информационно-измерительной техникой и технологиями. Мы вас ждем, ставьте перед собой цели, а мы поможем в их достижении. Спасибо за внимание. Здравствуйте! Вас интересует новая, интересная, перспективная профессия, и вы хотите в будущем не просто работать, а решать сложные, нужные, важные задачи, тогда вам стоит обратить внимание на специальный системный анализ и управление. Области интересов системных аналитиков – это, конечно же, системы, процессы, управление данными. В ходе учебы изучаются такие дисциплины, как анализ и управление процессами, управление проектами, управление качеством, система управления данными, моделирование систем. После окончания бакалавриата наши выпускники работают в должностях системного аналитика, бизнес-аналитика, инженера, менеджера, специалиста. Часто ребята также занимаются управлением изменениями и обучением персонала в компании, в которой работают. Сразу после окончания бакалавриата или уже имея опыт работы, можно продолжить обучение в магистратуре также на нашей кафедре. Приглашаем вас всех на кафедру системного анализа и управления. Уважаемые абитуриенты и их родители, Южный федеральный университет, Институт высоких технологий и пьезотехники приглашает вас поступать на направление подготовки бакалавров инноватика на кафедре системного анализа и управления. Это одно из наиболее перспективных и прогрессивных направлений трудовой деятельности сегодня. Это область деятельности, которая тесно связывает между собой и IT-индустрию, и технику, и социологию, и психологию, и менеджмент, экономику и многие другие сферы. Главная цель представителей данной профессии – это применение научных достижений на практике и внедрение этих научных достижений в реальную трудовую деятельность человека. Образование, которое получают студенты по данному профилю, дает массу полезных знаний. Даже если студент вдруг не работает по своей прямой специальности, он имеет возможность хорошо трудоустроиться на близкие исходные направления и направления профессиональной деятельности. В этом году на данное направление планируется 20 бюджетных мест. Данный учебный год, набор 2021 года, планируется профиль цифровая экономика,
что является на сегодняшний день очень перспективным направлением. Есть возможность получить технологические знания, IT-знания, экономические знания, логистические, управленческие и так далее. Абитуриенты, проучившись по данному направлению, имеют возможность по окончании бакалавриата устроиться на должности менеджера проекта, специалистов по бизнес-планированию, по качеству. Если они продолжат обучение в магистратуре, есть возможность потом занимать руководящие должности, в том числе технического директора, замдиректоров по развитию, региональных отделений по инновационному развитию и так далее. Широкая сфера применения специалистов данного профиля и в коммерческих компаниях, и в банковских структурах, в научных организациях, ну и так далее. Мы ждем вас у себя, будем рады. Мы знаем, что вам понравится учиться у нас.